Сложно представить, что еще несколько миллионов лет назад предки современных свиней, бегемотов и, как это неудивительно, китов были доминирующими хищниками. Неудивительно, что многие ученые неофициально называют их ужасными свиньями или адскими кабанами. В этом выпуске мы расскажем о необычных и очень опасных доисторических животных энтелодонтах. В наших роликах вы можете узнать много интересного о происхождении разных видов животных. А подписавшись на канал «Эпоха динозавров», наши зрители первыми будут узнавать о выходе очередного выпуска. Также вы можете помочь в продвижении канала при помощи лайков и комментариев. Энтелодонтами или энтелодонами называют крупных парнокопытных животных, которые появились во второй половине эоценовой эпохи. Первые из них обитали на территории Китая и Монголии. В то время они еще не были одними из самых опасных хищников на планете. Хотя сейчас считается, что, как и их потомки, энтелодонты были всеядными существами. Об этом говорит наличие у них всех видов зубов. Их большие и мощные челюсти были снабжены клыками, резцами и коренными зубами. Независимо от времени существования и размеров, все энтелодонты обладали крупным бочкообразным телом на тонких и длинных ногах. Самые большие из них превосходили по размерам львов и тигров. По габаритам их можно сравнить с современными быками. При этом они обладали вытянутой пастью длиной до 1 метра. Обитали эти необычные существа в лесистой местности и вполне могли охотиться на крупных травоядных. Но при необходимости эти предки современных свиней легко переходили на падаль или на растительную пищу. Считается, что энтелодонты конкурировали за место на вершине пищевой пирамиды с другими суперхищниками того времени – гиенодонами. Про первых адских кабанов ученые знают не очень много. Самым ранним из известных представителей семейства энтелодонтид считается эоэнтелодон. По размерам он был не больше современных свиней. Обитали эоэнтелодоны на территории современного Китая в середине эоцена. В то же время в Монголии обитал другой энтелодон, претендующий на звание первого представителя семейства – проэнтелодон. В Северной Америке тоже были свои адские кабаны. Один из видов брахигиопа пересек Берингов пролив в конце эоценовой эпохи. Он расселился по всему северо-западу континента. Представители другого вида остались в Юго-Восточной Азии. Также их останки находят по всему Китаю, в Монголии и в Казахстане. Постепенно энтелодонты начали прибавлять в габаритах. Живший в Северной Америке примерно 35-40 миллионов лет назад археотерий имел длину до 2 метров и рост не более 120 сантиметров. Самые крупные представители этого рода весили до 370 килограммов. В отличие от других энтелодонтов, эти животные обитали в степях и на равнинах. Скорее всего, они жили небольшими стадами или семейными группами. Животное, которое дало название всему семейству, обитало на огромных территориях по всему Евразийскому континенту в период от 20 до 36 миллионов лет назад. Останки энтелодонов находят в Южной и Западной Европе, на Кавказе, в Средней Азии, в Китае и в Монголии. Длина их тела составляла 2,5 метра, а рост мог составлять от 160 до 200 сантиметров. Весили энтелодонты по разным оценкам от 250 до 350 килограммов. Встречаются мнения, что они могли быть и более массивными. Задние ноги энтелодонтов были короче, чем передние. Сама передняя часть животного была очень мощной. Крупная голова с вытянутой пастью держалась на короткой сильной шее. На скулах имелись небольшие выступы, к которым, предположительно, крепились челюстные мышцы. Подобные ярко выраженные выступы сохранились у бородавочников. Также возможно, что эти выступы служили для привлечения противоположного пола или определяли иерархию самцов в стаде. Ученые считают, что обитали эти существа на берегах водоемов. Во многом их образ жизни был похож на поведение современных бегемотов. Жаркое время они проводили в воде, а паслись на берегу. Энтелодонты выкапывали корневища и клубни растений,
Но в отличие от своих потомков, они добывали пищу еще и с помощью охоты. Найдено большое количество костей других копытных, на которых присутствуют следы клыков адских кабанов. По агрессивности они, возможно, превосходили даже бегемотов. Следы их укусов найдены и на останках других энтелодонтов. Наиболее крупные представители семейства обитали в Евразии в конце Олигоцена и начале Миоцена. Некоторые ученые считают, что все они относились к отдельным родам – параэнтелодоны и неоэнтелодоны. Но большинство исследователей сходятся во мнении, что это было одно и то же животное. В Олигоцене параэнтелодоны расселились практически по всей Евразии, от Китая до Грузии. Длина их тела могла составлять до 3 метров, а рост до 2 метров. Максимальную массу тела этого монстра оценивают в 1 тонну. Даже если параэнтелодон не был активным охотником, то он без труда мог отобрать добычу у любого хищника. Не менее крупным был и деодон. Он обитал на территории современных Соединенных Штатов и Канады в период от 19 до 29 миллионов лет назад. Более раннее название этого животного – динохиус. Что интересно, он имеет больше общих черт с параэнтелодоном, а не с археотерием, жившим там до него. Ученые считают, что деодоны были потомками переселившихся в Америку из Азии крупных энтелодонтов позднего Олигоцена. Также есть версия, что параэнтелодоны и деодоны, а возможно и археотерии, имели неизвестного науке общего предка. Масса деодона также могла достигать 1000 килограммов. Длина его тела оценивается в 3,5 метра, а рост в рекордные для всего семейства 170 сантиметров. С парнокопытными животными из семейства энтелодонид за время их существования произошли довольно существенные изменения. Можно предположить, что эти универсальные существа смогли адаптироваться к климатическим изменениям и занять очень выгодную экологическую нишу. О шансах на выживание и развитие в течение десятков миллионов лет в первую очередь говорят их зубы. Наличие нескольких разновидностей зубов позволило им питаться как растительной, так и животной пищей. Это существенно расширяло рацион. Даже название этого семейства переводится с латыни как «совершенные зубы». Зубы энтелодонта, предназначенные для перетирания пищи, были устроены достаточно примитивно. Они сильно отличаются от зубов животных, которые питаются только растительной пищей или только мясом. Также результаты недавних исследований позволяют предположить, что строение их пищеварительной системы было таким же, как у свиней. Их желудок не был оснащен дополнительной камерой для переваривания клетчатки. Это значит, что растительная пища для адских кабанов была не основным источником энергии. Строение конечностей энтелодонтов говорит о том, что они были хорошими бегунами. Они могли бежать не только быстро, но и достаточно долго. Во время бега эти животные опирались на 2 пальца. Такие копыта сейчас имеются, например, у жирафов. Хотя передние ноги энтелодонтов имели по 5 пальцев, а задние по 4. Такое строение конечностей считается достаточно примитивным. У свиней и бегемотов ноги устроены совсем по-другому. Кроме того, поздние представители этого семейства обладали хорошим бинокулярным зрением. Это позволяет предположить, что адские кабаны были активными хищниками. Но, скорее всего, они не брезговали и падалью, а также растительной пищей. Такой режим питания во многом характерен для современных потомков энтелодона. Несмотря на то, что во многом энтелодоны были похожи на современных свиней, между ними есть большое количество различий. Кроме внешнего вида, размеров, строения конечностей и более острого зрения, энтелодонты отличались от современных нежвачных копытных строением зубов. Их клыки были намного больше и имели другую форму. Клыки размером более 15 сантиметров были приспособлены скорее для укуса, чем для режущего удара. Сложно сказать, почему эти хорошо приспособленные к выживанию звери исчезли с лица Земли. Но их существование может служить ярчайшим примером работы эволюции. Могло бы показаться, что энтелодонты как будто собраны из отдельных частей разных животных.
Их внешность заставляет предположить, что такое существо не сможет долго противостоять конкурентам, но адские кабаны не только просуществовали более 20 миллионов лет. Они смогли стать одними из самых опасных существ своего времени. Мы благодарим зрителей, которые досмотрели ролик до конца. Больше узнать о происхождении других доисторических и современных животных можно в наших предыдущих выпусках. Также в них мы рассказываем о взаимоотношении человеческого общества и окружающей среды.